На протяжении всей эволюции человечество было подвержено разным вирусным эпидемиям и болезням, которые привели к массовой гибели людей. Одна из таких смертельных и заразных болезней была чума, чье название стало нарицательным для всех инфекций, которые привели к пандемии. Возбудителем болезни была чумная палочка, а передача ее человеку происходила от блох и грызунов. Впервые о чуме заговорили в 540 году нашей эры, и за следующие 100 лет по всему земному шару от эпидемии погибло более 150 миллионов человек. Для понимания глобальности катастрофы стоит знать, что все население тогдашнего мира не превышало 450 миллионов человек. В историю первая встреча человечества с этой болезнью вошла как Юстианова чума по имени правящего в тот момент византийского императора. Чума вызывала у больного сильную лихорадку, набухание лимфосистемы, опухоли и нарывы, а болезненная кожная сыпь переходила в заражение крови и дальнейшую смерть. В то время не было ни одного эффективного лечения от этого недуга. Врачи, быстро подвергавшиеся воздействию многих больных, умирали первыми. Религиозные люди были убеждены, что это Божья кара за нераскрытые грехи, а члены семей избегали своих больных родственников и часто пренебрегали умершими, сжигая их тела на кострах. В истории Европы самой заразной была бубонная чума, ее еще назвали «черная смерть», которая не могла сравниться по размаху и ужасу с бедствием XIV века. Местом появления нулевого пациента стала пустыня Гобби, а уже отсюда вместе с полчищами Золотой Орды болезнь в течение 10 лет разнеслась по всему земному шару. По свидетельствам историков, европейская чума пришла из Азии на кораблях и началась с прибытия генуэзских судов в сицилийский порт Мессина в октябре 1347 года. Оттуда болезнь быстро распространилась на север Европы и через несколько лет достигла Москвы. Из-за массовой эпидемии люди покидали свои городские дома, чтобы скитаться по сельской местности, избегая заражения, а больных членов семьи оставляли умирать. Местные чиновники пытались установить контроль за трупами и заставляли заключенных и преступников складывать тела в братские могилы. Чума надолго осталась в Европе и возвращалась последовательными волнами. Крупные эпидемии опустошали Италию, Англию и Францию на протяжении нескольких столетий. В XIV веке было изложено множество гипотез о причине чумы, каждая из которых подразумевала меры лечения. Для выражения этих идей возникла новая формула медицинской литературы и называлась «Трактат о чуме». Другие обвиняли меньшинство, незнакомцев и путешественников. Отчаянные поиски лекарств привели к столкновениям между народными целителями и врачами. Поскольку путешественники были потенциальными переносчиками болезни, государства ввели законы о карантине, первый из которых был принят в Китае в конце XIV века. Во многих городах действовали строгие правила, ограничивающие поездки и свободное перемещение. Если в жилище появлялась чума, все жильцы могли быть заключены под домашний арест до тех пор, пока они не умирали или болезнь не проходила. Иностранные путешественники были не единственными, кого обвиняли в чуме. Социальные меньшинства, которые жили в разгар болезни, также подозревались в ее распространении. Деревенских идиотов, бродяг, нищих, ведьм и евреев пытали ради признания и сжигали заживо. Другие ответы включали заразный тарантизм, что означало психические нарушения, вызывающие танцевальную манию. Такие практики рассматривались как формы массовой истерии, подпитываемые надеждами на защиту, спасение и отпущение грехов. После того, как изоляция стала стандартной практикой, были построены специальные приюты для размещения больных. Нехватка крестьянских рабочих способствовала краху феодальной системы и росту городского среднего класса. Жрецы и медики из-за своей неспособности справиться с чумой потеряли доверие. В медицине авторитет врача и философа Клавдия Галена был поставлен под сомнение, поскольку в его многочисленных трудах не описывалась болезнь и методика ее лечения.
По оценкам историков, Европа опустела, потеряв до 40% населения. На территориях Китая и Индии вымерли несколько сотен городов и деревень, а количество мертвых в Африке и вовсе не подлежало подсчету.